Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить интеграцию для передачи новых строк из Smartsheet в KCRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Smartsheet в другие системы. Например, в KCRM вы сможете создавать новые сделки и удобно работать с ними в будущем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее выбираем систему источника данных – Smartsheet. Далее выбираем действие – загрузить строки новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Smartsheet к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Smartsheet. На этом этапе необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Smartsheet. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе необходимо выбрать лист, с которого будут выгружаться новые строки. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто нажимаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одной из ваших строк Smartsheet. Если вас все устраивает, нажимаем «Продолжить». На этом настройка источника данных Smartsheet успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. Систему выбираем KCRM. Далее выбираем действие «Создать заказ». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт KCRM к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет KCRM. Далее переходим в настройки General. Копируем API Key и вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, нажимаем «Продолжить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля KCRM для создания новых заказов. В эти поля вы можете назначать переменные из Smartsheet. Для того, чтобы это сделать, нажмите в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в KCRM в виде новых заказов при каждой новой строке из Smartsheet. Если вас что-то не устраивает, нажмите «Редактировать» и вы вернетесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, нажимаем «Отправить тестовые данные в KCRM». После успешной отправки переходим в KCRM и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных KCRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал обновления, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!